Пожилой рыбак заметил в лодке сверток, из которого доносился слабый плач. Рядом сидела большая собака, не сводя глаз с малыша и прикрывая его от ветра своим телом. В руке младенца была зажата записка, промокшая, но еще читаемая. Прочитав ее, старик не смог сдержать слез. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда любопытно прочитать, из какого вы города. Приятного просмотра! На берегу сурового Онежского озера, среди таежных просторов Карелии, в старом промерзшем доме жил Александр Матвеевич. Одинокий рыбак, человек с загрубевшими руками и взглядом, повидавшим немало, он был словно часть этих мест, такой же крепкий, угрюмый и честный. Каждое утро он выходил на озеро до рассвета, проверял сети, чинил мотор на своей лодке и молча смотрел на горизонт. Его жизнь шла по кругу, без неожиданностей, до того утра, когда все изменилось. Когда Александр добрался до своей лодки, что-то заставило его замереть. Под старым потрепанным одеялом лежал младенец, краснощекий, дрожащий, с заплаканными глазами. А рядом старая собака, изможденная, с мутным взглядом, но полная решимости охранять ребенка. Старик завернул малыша в свою куртку и прижал к груди, стараясь не думать о том, насколько тот был холоден. Грудь ребенка дрожала, дыхание было прерывистым, но живым. Сердце старика сжалось от нахлынувших чувств, тревоги, боли, но и неожиданной, давно забытой нежности. Пес тихо скулил, не делая ни одного лишнего движения, словно чувствовал важность момента, словно знал — здесь решается их судьба. Александр оглядел лодку в поисках хоть какого-то ответа. Его взгляд упал на скомканный клочок бумаги, почти скрытый под рыбацкой сеткой. Он осторожно достал его. Это была короткая записка, написанная торопливо, с пятнами от слез или влаги. «Пожалуйста, позаботьтесь о них. Они — все, что у меня осталось». Буквы дрожали, последние слова были едва читаемы. Александр сжал лист в руке, словно пытаясь почувствовать боль того, кто его писал. В этот миг он понял — перед ним не случайность. Это было доверие. Вернувшись в дом, он развел печь, стараясь поскорее наполнить жилище теплом. Сквозняки гуляли по полу, ветер выл в трубе, но в центре комнаты начал оживать островок жизни. Огонь в печи и закутанный в одеяло ребенок на старом диване. Александр достал из шкафа банку с сухим молоком, давно оставшуюся с тех времен, когда внуки навещали. Он бережно развел смесь в теплой воде, проверил на запястье температуру и осторожно поднес бутылочку к губам малыша. Ребенок вздрогнул, сначала неуверенно, потом жадно начал пить, будто в этом глотке было все его прошлое, настоящее и будущее. Александр сидел рядом, затаив дыхание, пока крошечное существо у него на руках насыщалось и, наконец, слабо засыпало. Пес тем временем устроился у ног, обвив хвостом лапы, и неотрывно наблюдал за каждым движением старика. Его глаза, мутные и уставшие, были полны благодарности, но в них еще тлела настороженность, словно он все еще не до конца поверил, что они в безопасности. Александр медленно провел рукой по его голове. Шерсть была спутанной, под кожей прощупывались кости. «Мы выберемся», — пробормотал он. В этот момент Александр понял. С этого дня он уже не один. В его доме, полном старых теней и воспоминаний, зажглась новая жизнь. Он обратился за помощью к единственной, кому доверял — Вере, местному фельдшеру. Она осмотрела малыша и собаку, молча слушала рассказ Александра. «Ты понимаешь, что если нас узнают, ребенка заберут, а пса усыпят?» — сказала она тихо.
«Я их не отдам», — произнес старик. Они скрывали малыша несколько дней. Александр укреплял дом, прятал окна, сжигал мусор ночью, чтобы никто не видел. Но однажды, возвращаясь от Веры, он столкнулся с Сергеем Андреевым, участковым. Тот подозрительно косился на санки с сетями. Александр понял — времени мало. Они с Верой нашли способ увести ребенка к Илье Михайлову, бывшему следователю, живущему в глухом поселке южнее. Он когда-то вел дело о пропавшей женщине, Анастасии Кузнецовой, и был уверен, за ее исчезновением стоит местный олигарх Громов, желавший захватить землю ее семьи. Путь через зимний лес был адом. Александр шел, превозмогая боль с ребенком и собакой. В доме Ильи они нашли приют. Там же Александр показал найденную в лодке записку и старое одеяло с вышивкой «АК». Илья собрал доказательства, нашел свидетелей, и вскоре история вышла наружу. Но Громов не дремал. В деревню пришли его люди. Александр отвлек преследователей, позволив Вере и Илье увести малыша и собаку. Его схватили. Били. Пытались заставить молчаливого старика говорить. Он молчал. Но благодаря усилиям Ильи и Веры история дошла до независимых журналистов, которые, рискуя карьерой, начали публиковать материалы о деле Кузнецовых. Волна возмущения прокатилась по стране. Общество взорвалось. В новостях обсуждали исчезновение семьи, давление на следствие, коррупцию. Начались проверки, последовали громкие увольнения. Громов попал под следствие, а Сергей Андреев был не только отстранен от службы, но и допрошен как пособник в сокрытии преступлений. Александр же, лежа в районной больнице с множественными переломами, медленно угасал. Он почти не говорил, но каждый день ждал Веру. Она приходила к нему с новостями, держала его за руку, рассказывала, как малыш уже улыбается, как собака снова начала есть и понемногу приходить в себя. Его глаза светились тихой радостью и гордостью. Он чувствовал, что все было не зря. Однажды она принесла ему свидетельство о рождении ребенка, теперь официально признанного, Данила Алексеевича Кузнецова. Александр с трудом улыбнулся. «Мой мальчик», — прошептал он. Эти слова стали его последними. Его похоронили на берегу Онежского озера. Данила рос в любви и заботе. Вера стала ему матерью, наставницей и опорой. Она рассказывала ему о доброте, справедливости, о силе правды, которую невозможно уничтожить. Когда Данила вырос, он остался в поселке. Отказался от соблазна уехать в город, сказав однажды: «Здесь мои корни, здесь родина». Он стал учителем в местной школе, передавая детям не только знания, но и ценности, которые заложил в него Александр: честность, сострадание, решимость защищать слабого. Каждый год в день памяти Александра Данила приходил к озеру. Он приносил цветы, клал их у могилы и долго сидел в тишине. И в конце, когда уходил, всегда тихо шептал: «Спасибо». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.